Ты стоишь перед зеркалом. Твои волосы, когда-то каштановые и густые, теперь превратились в седую, коротко остриженную солому. Твои суставы выкручивают от ревматизма после 19 лет в сырых казематах. Ты надеваешь ярко-алое платье, цвет мученичества и твои последние мести. Сегодня ты узнаешь изнанку жизни королевы, которую с 6 дней от роду продавали, предавали и травили как зверя. Ты почувствуешь всю тяжесть шотландской короны. Ты увидишь, как твои любовники превращаются в убийц, а твой собственный сын — в твоего палача. Останься до конца, и я раскрою тебе тайну, от которой содрогнулись все присутствующие в зале казней. Кто прятался в складках твоего алого платья и впитал последние секунды твоей жизни? Нам с детства внушают, что родиться принцессой – это купаться в шелках, наслаждаться роскошью и абсолютной безопасностью за каменными стенами дворцов. Забудь эту сказку. В твоем мире королевская кровь – это твой смертный приговор. Ты появляешься на свет 8 декабря 1542 года в бедной, ледяной и суровой Шотландии. Твоей стране повезло меньше других. Здесь правят дикие, вспыльчивые, кичливые и абсолютно неконтролируемые аристократы. Твой отец, король Яков V, даже не берет тебя на руки. Узнав, что родилась девочка, он, сломленный поражением в войне, с отчаянием произносит: «С девчонки все началось, девчонкой и закончится». Ведь ваша династия Стюартов когда-то получила власть именно через брак с дочерью великого Роберта Брюса. Он был не совсем прав, потому что после тебя будет править твой сын. Он станет королем Шотландии и Англии. Еще век Стюарты будут управлять двумя странами, но закончится все действительно женщиной-королевой Анной, но только на век позже. Через 8 дней твой отец умирает. Тебе всего 8 дней от роду. Ты еще даже не открыла толком глаза, а на твою крошечную голову уже надевают тяжелую корону Шотландии. Регентом становится твоя мать Мария де Гиз из могущественного французского рода де Гизов. Во Франции де Гиз – это синоним слова «власть». Они веками правили вместо слабых королей. Твоя мать, ярая католичка, под стать своей семье, такая же амбициозная и властолюбивая. Ты для нее прежде всего не дочь, а ценный ресурс, который принес ей корону и в дальнейшем может принести еще больше влияния на мировой арене. Но самое страшное кроется в твоем генеалогическом древе. Ты – родная внучка сестры того самого великого и ужасного английского короля Генриха VIII. У тебя есть прямые права на английский престол, и это делает тебя главной политической мишенью во всей Европе. Генрих только что совершил государственную революцию, разорвав отношения с Папой Римским и создав свою, англиканскую церковь. Таким образом, возникла англиканская церковь, существующая в Англии до сих пор. С точки зрения суровых последователей Кальвина и других протестантов, тех, кого в Англии будут называть пуританами, англиканская церковь – это такое промежуточное явление. С одной стороны, англикане не подчиняются Папе Римскому, а с другой, они сохранили роскошное убранство церквей, они сохранили епископов, то есть сохранили какие-то остатки католичества, и поэтому для пуритан англиканская церковь будет под подозрением. Но для католиков, а ты рождаешься в католической семье и сама будешь очень верующей католичкой, англиканская церковь – греховная, еретическая секта. И, конечно же, ни о каком союзе с ней не может быть речи. В то же время Англия стремительно набирает силу и жаждет проглотить твою слабую родину. Чтобы объединить страны, английский король решает просто забрать тебя себе. Он навязывает Гринвичский договор. Когда тебе исполнится 10 лет, тебя отдадут замуж за его маленького сына Эдуарда. Но шотландские лорды, взбешенные наглым вмешательством Англии, разрывают этот договор всего через год. И тогда престарелый Генрих VIII приходит в ярость. Начинается кровавая бойня, которую шотландцы цинично назовут грубым сватовством. Почувствуй этот первобытный ужас. Тебе всего 2 года, а в твою страну вторгаются английские войска. Они жгут деревни, убивают твоих подданных и ищут только одно – тебя. Твое раннее детство превращается в игру на выживание. Тебя, маленькую напуганную девочку, постоянно перебрасывают из одного ледяного замка в другой. Тебя увозят как можно дальше от побережья, чтобы английские корабли не смогли высадить десант и похитить тебя. Твое взросление – это постоянный страх, топот копыт в ночи и осознание, что англичане – смертельные враги.
В 1547 году, когда тебе исполняется 5 лет, ради спасения твоей жизни тебя тайно вывозят во Францию. И здесь происходит невероятный контраст. Из холодной, нищей, растерзанной войной страны ты попадаешь в богатейшее государство Европы эпохи Возрождения. Ты растешь при роскошном французском дворе под присмотром своих влиятельных родственников. Здесь ты расцветаешь. Ты вырастаешь невероятно высокой. Твой рост около 1 метра 80 сантиметров, что для 16 века просто гигантская цифра. Ты очаровательна, грациозна. Ты живая, обаятельная болтушка, которая влюбляет в себя всех вокруг. В апреле 1558 года, когда тебе еще нет и 16 лет, тебя выдают замуж за наследника французского престола, Франциска. Он полная твоя противоположность. Маленького роста, робкий, замкнутый и заикающийся юноша. Но вопреки политическим расчетам, вы искренне любите друг друга. Спустя год на рыцарском турнире нелепо погибает его отец, и твой юный муж становится королем. Ты на абсолютной вершине мира. В твоих руках короны Франции и Шотландии. Пока ты жила в своем прекрасном мире, который был наполнен любовью и радостью, в Англии происходят важные перемены. После смерти Генриха VIII идет борьба за власть. Его сын Эдуард всего несколько лет оставался королем, но из-за слабого здоровья быстро умер. Время его правления – это невероятное продвижение протестантизма в Англии. Затем, после его смерти, всего несколько дней правит несчастная леди Джейн Грей, королевская родственница, которую выдвигали на престол ее амбициозный муж и его отец. Леди Джейн – это своеобразная попытка захвата власти. Она будет арестована, и ей отрубят голову. После нее на престол вступает дочь Генриха VIII от первого брака, тоже Мария. Мария кровавая, убежденная католичка. В 1958 году она умирает, и, наконец, на престол вступает королева Елизавета, дочь Генриха VIII от второго брака с Анной Болейн. Девочка, которую после казни ее матери Генрих объявил незаконнорожденной дочерью, а теперь парламент принимает специальное решение, по которому ее признают обладающей правом на престол, и она становится королевой. Вот начинается Елизаветинская эпоха. То, что ее считали бастардом, английская знать как бы забывает. Но ты не забыла и очень любила напоминать, что у тебя больше прав на английский престол, чем у твоей кузины. Разумеется, французский двор формировал в тебе с детства убежденность, что англичане – это враги, и что прав на английскую корону у тебя больше. Спустя время ты даже будешь помещать на своем гербе 3 короны – шотландскую, французскую и английскую. Ну а пока это просто заявление о намерениях, не более того. Елизавета становится королевой, проходит еще год, и в 1560 году в Шотландии умирает твоя мать, Мария де Гис, правившая Шотландией от твоего имени. За влияние на Шотландию откровенно сражаются Англия и Франция. Твоя мать держалась у власти только благодаря тому, что в стране находились французские войска. В Шотландии очень много протестантов, которые с интересом смотрят в сторону Англии. Английские войска уже заходят на территорию Шотландии. Начинается совершенная смута. И дальше твои французские представители договариваются с англичанами об очень хорошем выходе из этой ситуации. Решено, что и английские, и французские войска покидают Шотландию. Англичане больше не вмешиваются в шотландские дела. А ты за это должна признать право Елизаветы на трон Англии. Казалось бы, замечательный договор. Все очень довольны. Но только не ты. Ты решительно отказываешься подписывать этот договор. Ты убеждена в том, что у тебя прав на английскую корону больше. Ситуация накалялась. Все шло к войне между Францией и Англией. Но жизнь снова бьет тебя наотмашь. Твоя французская сказка длится слишком мало. В конце 1560 года твой молодой муж Франциск скоропостижно умирает. Твои эмоции в этот момент – это ослепляющая боль и абсолютная паника. Ты облачаешься в белый траур, традиционный цвет скорби. Ведь черные одежды только-только начала вводить при дворе твоя свекровь. И именно эта свекровь, легендарная, расчетливая, волевая и безжалостная Екатерина Медичи, теперь берет реальную власть в свои руки. Ей не нужна молодая, красивая и влиятельная вдова ее сына. Против этой гениальной политической машины ты бессильна. Ты лишаешься статуса и власти во Франции, и что самое страшное, ты вынуждена навсегда покинуть страну, где провела 13 самых счастливых лет своей жизни. Тебя, привыкшую к утонченным балам и поэзии, высылают обратно в холодную, чужую Шотландию,
про которую ты почти ничего не знаешь. Тебя выбросили из французского рая, и ты возвращаешься на родину, правителем которой являешься только на бумаге. Но останься со мной, и через пару минут ты почувствуешь, как твоя собственная страна встретит тебя яростным религиозным фанатизмом, и почему твой новый брак обернется кровавой бойней прямо у твоих ног, где брызги крови зальют твое королевское платье. Ты лишилась французской короны и вернулась домой. Но как управлять страной, в которой сам воздух пропитан ненавистью к тебе, к твоей вере и к твоим привычкам? Твое возвращение в Шотландию – это не триумф, это шаг в пропасть. Ты провела 13 лет во Франции и возвращаешься в совершенно непонятную, чужую тебе страну. Шотландия расколота надвое. В суровых горах сидят католики, а в низинах и городах власти захватили радикальные протестанты-кальвинисты. Ты пытаешься быть мудрым и гибким политиком. Ты вводишь в свой королевский совет множество протестантских лордов, а главным советником делаешь своего сводного брата, лорда Морея, лидера протестантов. Но для фанатиков ты все равно остаешься французской блудницей и еретичкой. В самом центре Эдинбурга знаменитый проповедник Джон Нокс читает против тебя яростные проповеди. Почувствуй эту удушающую атмосферу. Его бесит абсолютно все в тебе. Его бесит, что ты служишь католическую мессу в своем дворце Холлируд. Его бесит твоя тяга к развлечениям, твои музыканты, твои украшения и стихи. Ты пытаешься с ним договориться, ты лично приглашаешь его во дворец на беседу, но фанатизм не знает компромиссов. Позже ты даже прикажешь его арестовать, но это не спасет твою репутацию. В то же время на тебя давит Англия. Твоя родственница, королева Елизавета I, уже набралась опыта и окружила себя выдающимися политиками. Она видит в тебе, молодой вдове, угрозу и хочет полностью тебя контролировать. Елизавета предлагает тебе неслыханное унижение. Она сватает тебе в мужья своего собственного фаворита, Роберта Дадли, графа Лестера. Человека, который годами мечтал стать мужем самой Елизаветы, и над которым висит страшное подозрение в том, что он убил свою жену. Та загадочно упала с лестницы. И ты, и сам Дадли шокированы этим предложением. Брак так и не состоится. И тогда ты делаешь ход, который приводит королеву Англии в абсолютное бешенство. В 1565 году ты знакомишься с Генри Дарнлеем, сыном графа Леннокса. Родители специально отправили этого красавчика в Шотландию, чтобы он пленил тебя. И ты, истосковавшаяся по любви, безумно в него влюбляешься. Никто не может отговорить тебя от этого шага. Но это не просто слепая страсть, это гениальный политический расчет. Дарнлей – твой дальний родственник, и что самое страшное для Англии, он тоже родственник Елизаветы. Ребенок, рожденный в вашем браке, будет иметь неоспоримые права и на шотландский, и на английский престолы. Елизавета в ярости, но сделать уже ничего не может. Брак заключен. Твоя эйфория длится недолго. Выясняется, что твой красавец-муж – властолюбивый, слабый и завистливый человек. Он не хочет быть просто принцем-консортом. Он требует реальных прав на управление Шотландией. Он начинает плести заговоры с теми самыми лордами, которые тебя ненавидят. Ваши отношения стремительно рушатся. Твоей единственной отдушиной становится привезенный с континента итальянский музыкант Дэвид Риччо. Он допускается в твои личные покои, постоянно музицирует и поет для тебя. Муж начинает дико ревновать, то ли к реальному роману, то ли к твоему доверию. А теперь представь свой самый страшный кошмар. 9 марта 1566 года. Дворец Холлируд. Ты на 6-м месяце беременности. Внезапно двери твоих покоев распахиваются, и внутрь врывается твой собственный муж Дарнлей вместе с вооруженными до зубов шотландскими лордами. Они бросаются на итальянского музыканта. Риччо в животном ужасе падает перед тобой на колени. Он судорожно обхватывает твои ноги и умоляет о защите. Ты – королева. Ты кричишь, приказывая им остановиться. Ты пытаешься закрыть его своим телом, но они не слушают. Они жестоко, раз за разом, вонзают кинжалы в тело музыканта прямо у твоих ног. Горячая кровь Риччо брызжет во все стороны, заливая твое королевское платье. Твой муж переступил черту, за которой нет возврата. Что бы сделала обычная женщина? Сломалась бы. Но в тебе течет кровь монархов.
Ты берешь свои эмоции в железный кулак. Для вида ты быстро приходишь в себя и миришься с мужем-предателем. Тебе нужно только одно – спокойно выносить ребенка. В июне 1566 года ты рождаешь сына Якова, наследника шотландского престола. Как только сын появляется на свет, муж становится тебе абсолютно не нужен. Вы фактически расходитесь. Дарнлей уезжает в имение своего отца под Глазго и там тяжело заболевает. Болезнь обезображивает его, он вынужден прятать свое лицо. Современники гадают, была ли это оспа, новый и страшный сифилис или даже последствия отравления. И тут ты снова надеваешь маску. Ты приезжаешь к нему, играешь роль заботливой жены, миришься с ним и убеждаешь переехать обратно в Эдинбург. Ты заботливо селишь его в уединенном доме, где каждый день навещаешь. Твой муж предал тебя, убил твоего друга на твоих глазах и стал политической обузой. И скоро он очень удобно исчезнет в столбе огня. Останься со мной, и через пару минут ты увидишь взрыв, который потрясет всю Европу, и узнаешь, как ты станешь пленницей Дикого Лорда. Как избавиться от мужа, который предал тебя, убил твоего друга и стал тебе не нужен, не запачкав собственных рук. И возможно ли выйти из этой игры чистой? Твой больной муж Дарнлей возвращается в столицу. Его лицо изуродовано болезнью, он прячет его под маской. Но ты не пускаешь его в свой дворец Холлирут. Ты селишь его за городскими стенами в Керкофилде, всего в 10 минутах ходьбы от твоей резиденции. Ты играешь роль милосердной жены, каждый день приходишь к его постели, проявляя трогательную заботу. 9 февраля ты навещаешь его, сидишь у его кровати, а затем прощаешься и уезжаешь в свой дворец Холлирут, где в этот момент идет праздничный ужин. Глубокой ночью дом в Керкофилде взлетает на воздух от заложенного пороха. Но когда утром стражи находят тело твоего мужа в саду, выясняется жуткая деталь. На нем нет ожогов. Он не сгорел во взрыве. Он задохнулся от дыма. Или, что более вероятно, был хладнокровно задушен убийцами, когда пытался сбежать из обреченного дома. Ты официально овдовела. Вся Европа замирает в шоке от такой дерзости. Никто не верит в случайность. Королева Англии Елизавета присылает тебе ледяное издевательское письмо, в котором пишет: «Сестра моя, представьте себе, есть люди, которые говорят, что вы замешаны в гибели лорда Дарнлея. Твоя репутация растоптана в грязь. Главным подозреваемым становится Джеймс Босвелл, один из самых диких, грубых, буйных и абсолютно неконтролируемых шотландских лордов. Он организовал фиктивный суд над самим собой, но ты провела его так стремительно, что обвинители даже не успели собрать доказательства, и он был полностью оправдан». А в апреле 1567 года происходит то, что шокирует даже ко всему привыкшую Шотландию. Босвелл со своим отрядом просто перехватывает твой кортеж на дороге, похищает тебя, увозит в свой укрепленный замок и, как считается, марает твою честь. Твои мысли в этот момент – это абсолютная тьма. Был ли у вас тайный роман до этого? Инсценировали ли вы это похищение по обоюдному сговору, чтобы у тебя было оправдание перед всем миром? Или ты стала реальной жертвой грубого лорда? Историки бьются над этим веками, но факт остается фактом. Чтобы защитить свою честь, ты принимаешь решение, которое станет началом конца. Вам нужно вступить в брак. Босвелл в спешном порядке оформляет развод со своей законной женой всего за 12 дней до вашего венчания. И в мае, не прошло и нескольких месяцев после того, как твой предыдущий муж был взорван, ты идешь под венец с главным подозреваемым в его убийстве. Романтики скажут, что ты была слепо влюблена, прагматики, что тебе отчаянно нужна была жесткая мужская рука, чтобы держать в узде других аристократов. Но Босвелл оказался катастрофой. Он не умел договариваться. Шотландские лорды, ведомые твоим же сводным братом Мореем, поднимают масштабный мятеж. Начинается гражданская война. Ваши войска терпят сокрушительное поражение. Ты понимаешь, все кончено. Чтобы спасти жизнь Босвеллу, ты сдаешься лордам. Вы в последний раз обнимаетесь на поле битвы, целуете друг друга, и ты позволяешь ему бежать. Знаешь, как расплатится за все твой дикий возлюбленный? Он попытается сбежать в Данию за политической поддержкой, но попадет в жестокий шторм, потеряет мачту в морском бою с врагами и окажется в Норвегии, в Бергене. И там карма настигнет его в виде женщины по имени Анна Тронстон. Когда-то он совершил с ней обряд бракосочетания, равный браку по скандинавским законам, и цинично бросил. Узнав, что этот многоженец теперь женился на шотландской королеве, влиятельная родня Анны приходит в ярость, требует алиментов и выдает его властям.
Датский король, поняв, что в Шотландии Босвелл уже никто, просто запирает его. Последние 10 лет своей жизни твой возлюбленный проведет в невыносимых, чудовищных условиях тюрьмы, прикованный как цепной пес к каменному столбу, и полностью сойдет с ума. А что происходит с тобой? Твои же подданные сажают тебя в лодку и отвозят в мрачный замок, расположенный на крошечном острове посреди ледяного озера Лох-Леван. Тебя заставляют подписать отречение, и регентом при твоем малолетнем сыне становится твой кузен Джеймс Стюарт, граф Морий. Сбежать из места твоего заточения пешком невозможно. Именно там, в холодных стенах, у тебя случается тяжелый выкидыш. Ты теряешь близнецов, зачатых от Босвелла. Но даже раздавленная, потерявшая корону, мужей и детей, ты не сдаешься. Ты пускаешь в ход свое главное, смертельное оружие, свое невероятное женское обаяние. Ты умудряешься очаровать молодого брата хозяина замка. Влюбленный юноша рискует всем. 2 мая 1568 года. Он тайно сажает тебя в лодку и помогает переплыть озеро. Ты на свободе. Несмотря на ряд твоих ошибок, большинство лордов, даже те, которые участвовали в твоем свержении, становятся на твою сторону. Ты воспринимаешь это как знак. Вся Шотландия и Бог на твоей стороне. Ты еще веришь, что сможешь удержать власть, но паника, как дурное предчувствие, медленно заполняет все твое существо. Твои сторонники в спешке собирают войска. Примерно 6000 человек встали под твои знамена. Твоя армия двинулась к Дамбертону, где в это время находился регент страны Джеймс Стюарт, граф Морий. Не имея возможности собрать значительные силы в западных регионах страны, где традиционно были сильны позиции Гамильтонов и Кэмпбеллов, находящихся на стороне королевы, Морий все же смог выставить против тебя около 4500 человек. Удача снова на твоей стороне. Как бы не так. 13 мая 1568 года твоя армия, двигаясь вдоль южного берега Клайда, атаковала деревушку Лангсайд, где укрепился отряд регента. Неожиданно твое войско подверглось нападению с фланга. Морий спрятал в засаде около 200 всадников, которые в условленный момент обрушились на королевскую армию. Бойня продолжалась не более часа, и большая часть твоих войск была уничтожена. Численность не всегда решает исход битвы. Твой кузен это знал, а ты нет. Видя разгром своей армии, ты практически в одиночку бежала с поля боя. Ты вырвалась из островной тюрьмы, но вместо того, чтобы собрать сторонников или уплыть во Францию к своим могущественным родственникам, ты совершаешь самый отчаянный и безумный поступок в своей жизни. Останься со мной, и через минуту мы окажемся в золотой клетке, где секретные письма, спрятанные в бочонках из-под пива, станут твоим билетом на эшафот. Что хуже? Быстрая смерть на поле боя или медленное гниение заживо в золотой клетке, где каждый твой вздох контролирует злейший враг? Потерпев сокрушительное поражение в Шотландии, ты совершаешь самый отчаянный, удивительный и, возможно, безрассудный шаг в своей жизни. Ты бежишь в Англию и просишь защиты у своей главной соперницы, королевы Елизаветы. Ты искренне надеешься, что она станет третейским судьей между тобой и шотландской аристократией, поможет разобраться в истории с гибелью твоего мужа. В Англию прибывает твой сводный брат, граф Морий. Он обвиняет тебя в смерти твоего мужа, лорда Дарнлея. Начинается разбирательство, которое затягивается. Твой брат уезжает в Шотландию, а ты остаешься в Англии, совершенно непонятно в каком качестве. Над тобой продолжает нависать обвинение, но тебя не бросают в сырую темницу. Тебя селят в нескольких замках лорда Шрусбери, где ты проведешь долгие 15 лет своей жизни. Только подумай, каково это жить столько лет в абсолютном неведении, в ожидании, что каждый день может стать последним. Это настоящая золотая клетка. С тобой приезжают 16 человек прислуги, а твои наряды везут на 30 повозках. Паранойя становится твоей вечной тенью. Чтобы избежать отравления, твои личные повара ежедневно готовят 32 различных блюда, из которых ты выбираешь себе еду. Ты проводишь дни за вышиванием гобеленов вместе с властной женой твоего тюремщика, знаменитой Бесс из Хардвика. Но вскоре эта умная дама начинает ревновать своего мужа к тебе,
Ваши отношения рушатся, а сам лорд Шрусбери в итоге будет совершенно разорен содержанием такой высокопоставленной пленницы. Ты пытаешься договориться, предлагаешь компромиссы, даже готова отречься от власти в пользу своего сына Якова, который подрос в Шотландии. Но самое страшное предательство совершает именно твоя родная кровь. Елизавета просто перекупает твоего сына, пообещав ему после своей смерти английский престол. Твой собственный ребенок отказывается поддерживать тебя, и ты навсегда остаешься пленницей. Ты остаешься совершенно одна, превратившись в живое знамя для всех недовольных католиков Европы. Для католиков во Франции, Испании и Англии ты становишься мученицей за веру, хотя на самом деле главная борьба идет за абсолютную власть. Елизавета прекрасно понимает исходящую от тебя угрозу. Она окружила себя гениальными помощниками, и один из них, министр Уолсингем, буквально опутывает тебя невидимой сетью шпионов. Он начинает систематически перехватывать твою почту. В какой-то момент его агенты обнаруживают твою зашифрованную переписку с группой молодых католиков. Они предлагают помочь тебе бежать, они готовят заговор и хотят убить Елизавету. Но Уолсингем гениален в своей жестокости. Он не спешит их арестовывать. Он позволяет письмам циркулировать, хладнокровно выжидая. Он ждет, пока ты пройдешь точку невозврата. И ты совершаешь эту фатальную ошибку. В одном из перехваченных писем ты выражаешь письменное согласие на то, чтобы Елизавету свергли и убили. Капкан захлопнулся. Тебя немедленно перевозят в мрачный замок Фотерингей. Условия твоего содержания становятся максимально жесткими. Начинается суд. Тебя лишают юристов, не дают возможности даже изучить бумаги обвинения. Но даже стоя перед судьями, понимая, что все кончено, ты гордо бросаешь им в лицо. Обратитесь к своей совести, и вы поймете, что мировой театр – это что-то большее, чем английское королевство. Ты предупреждаешь их, что мировая общественность осудит это судилище. Судьи признают тебя виновной и приговаривают к смертной казни. Но Елизавета еще долго не решается привести приговор в исполнение. Казнить помазанную королеву кажется ей слишком страшным шагом. В итоге приказ об исполнении казни отдает один из ее приближенных, за что позже разъяренная Елизавета посадит его в тюрьму. Вечером 7 февраля тебе сообщают, что завтра ты умрешь. Ты молишься и готовишься к смерти. Тебе всего 45 лет, но жизнь в заточении подорвала твое здоровье. Ты страдаешь от тяжелого ревматизма и сильно хромаешь. На эшафот ты выходишь по-королевски. Ты облачаешься в темно-алые цвета, цвета мученичества с точки зрения католической веры. Когда твои служанки начинают снимать с тебя верхнюю накидку, ты находишь в себе силы горько пошутить, сказав, что еще никогда тебе не приходилось раздеваться в присутствии такого огромного количества людей. Палачи просят у тебя прощения. Ты кладешь голову на плаху. Лишь со второго удара топор отсекает твою голову. И вот тут происходит то, что навсегда врежется в память очевидцев. Позже. Оказалось, что в складках своей юбки до самого последнего момента ты прятала свою маленькую собачку. Животное в животном ужасе вырвалось из ткани и начало метаться рядом с твоим телом. Твою гибель не оставили без ответа. Через год испанский король Филипп II отправит на Англию свою гигантскую, непобедимую армаду. Но этот флот будет уничтожен жестокой бурей, а Елизавета выпустит медаль с надписью «Бог дунул, и они рассеялись». Но история подготовила для тебя величайший посмертный триумф. В 1603 году после долгого царствования королева Елизавета умерла, не оставив наследников. Как только она скончалась, подкупленная придворная дама выбросила в окно перстень. Гонец, ожидавший этого знака, проскакал 300 миль до Эдинбурга всего за 3 дня, загнав себя до смерти. И знаешь, кому досталась огромная английская империя? Твоему родному сыну. Шотландский король Яков VI вступил на престол как английский король Яков I, положив начало правлению династии Стюартов в обеих странах. Спустя 9 лет он торжественно перевезет твое тело и перезахоронит тебя в Вестминстерском аббатстве. Твоя могила и по сей день находится неподалеку от того места, где похоронена королева Елизавета, женщина, подписавшая тебе смертный приговор.